Eşref abi ve Nisan abla ikisi de bir söz vermiş olmasına rağmen tek dilekleri diğerinin verdiği sözden dönmesiydi. Eşref abi Nisan'a bu kadar tutulacağını hiçbir zaman hayal etmemişti. Acaba bir kalp iki kere sevebilir miydi? Bakamayacağım tek yük aşk. Benim mücadelem şahsi menfaatler üstüne değil, bir dava için. Senin dünyan bu. Emanetlerimizi geri alma vakti. Ölmek var, dönmek yok bu gece. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Этот эпизод ознаменует начало самого темного периода в жизни Эшрефа, когда он столкнется как со своим прошлым, так и со своей судьбой. Все будет разрушено в тот момент, когда Динчер потеряет сознание. Панический отказ Седы подпустить Эшрефа и Нисана к себе вызовет глубокое беспокойство у Нисана. Потому что, несмотря на весь свой гнев на Динчера, Нисан отказывается позволить ему столкнуться с ставками. Этот момент беспомощности разожжет старое чувство, глубоко погребенное в душе Нисана. Игнорируя гнев Седы, Эшреф заберет Нисана и отвезет таинственного раненого человека, убившего Тайлана, но предотвратившего свою собственную смерть, к Хыдер-баба. Эта сцена вновь станет поворотным моментом, где судьба сведет этих двух людей на одном пути. Эшреф возьмет с этого человека клятву молчать, потому что он знает, что одно произнесенное им слово омрачит не только его жизнь, но и будущее Нисан. Нисан будет потрясена, услышав это, и скажет: если ты не заставишь его говорить, прольется еще больше крови, но в глазах Эшрефа она увидит решимость, а не страх. Именно поэтому она не может стоять в стороне и смотреть, как Эшреф причиняет ей боль, чтобы заставить себя говорить. Тонкая грань между гневом и состраданием Эшрефа будет полностью размыта в этой серии. Но судьба сыграет с ними обоими злую шутку. На дом Хыдер-бабы внезапно нападут, мрак, за которым последуют выстрелы, возвестит о приближающемся конце. Там очень многолюдно. Когда он получит известие, что Фарук попал в руки нападавших со связанными руками, Эшреф будет вынужден сдаться. В этот момент отчаяние впервые пронзит сердце Эшрефа. Потому что на этот раз это будет не просто битва, которую он проигрывает, это будет битва его совести. Когда Нисан приедет в больницу, ее лицо будет полно сожаления и страха, пока она сидит у постели Динчера. Узнав о случившемся с Эшрефом, Динчер надеется хоть на малейшее смягчение своего сердца, но на этот раз Динчер будет непоколебим. Он скажет: «Я не заберу свою жалобу». Эти слова разобьют сердце Нисан. Потому что, несмотря на все грехи Эшрефа, она захочет защитить его. В глазах Динчера она увидит ненависть, а не любовь. Они ведут Эшрефа внутрь, раздается звон цепей, и когда глаза Нисан наполняются слезами, Эшреф скажет лишь: «Не плачь, я готов взять на себя твою вину». Телефонный звонок в этот момент перевернет все с ног на голову. Динчер забрал свою жалобу. Но почему? Мольба Нисан к Динчеру откроет зрителям глубокую борьбу совести. Поначалу Динчер не убежден, но затем Нисан говорит: «Ты хотел, чтобы я подписал этот контракт, ладно, но ты спасешь жизнь Эшрефа, и баланс сил меняется». Этот контракт не просто подпись, это капитуляция, в которой Нисан отказывается от собственной свободы. Когда Эшреф узнает об этом, он в ярости будет бить кулаками по стенам. Между ними произойдет грандиозная ссора. «Ты продался, чтобы спасти меня», — крикнет Эшреф, но Нисан тихо прошепчет: «Я не хотел тебя терять». В этот момент гнев Эшрефа сменится отчаянной любовью. Он возьмет ее за руки, посмотрит ей в глаза и скажет: «Я бы отдал жизнь за твои губы». Это признание станет взрывом всех эмоций, которые Эшреф держал в себе годами. И в этот момент весь гнев, вся война будут забыты, ее место займет горькая близость. Возвращение Чегдем домой, словно тень, прервет этот эмоциональный момент. Когда она кричит Эшрефу: «Ты пытаешься победить меня с помощью Кадира», лицо Эшрефа будет наполнено гневом и разочарованием. Ведь Чегдем больше не враг Эшрефа, а скорее испытание. Сказав: «Ты не хочешь, чтобы я была твоим врагом», она фактически объявит войну, уходя. Когда Эшреф уйдет, Чегдем тут же позвонит Кадиру: «Хочешь, я расскажу тебе кое-что об Эшрефе?»
Эта сцена станет поворотным моментом, поскольку два старых друга снова становятся врагами из-за женской интриги. Тем временем Nissan пытается выглядеть профессионально, готовясь к съемкам музыкального клипа, но внутри она опустошена. Ей будет неловко от интимных сцен с актером, и когда она расскажет об этом Джерин, она получит ответ «думай профессионально». Но Nissan слишком самоуверена, чтобы скрывать свои чувства. Мюслим, Гурдал и Фарук, наблюдая за ее предсъемочной работой дома, говорят, Эшреф не должен этого видеть, и зрители почувствуют надвигающуюся бурю. В этот момент раздастся стук в дверь, и войдет Эшреф. Их встревоженные взгляды усилят подозрения Эшрефа. Как только она спросит, что ты от меня скрываешь, зазвонит телефон, заставив всех уйти. В этот момент Чикдем войдет в дом Кадира. Кадир встретит ее с накрытым для Чикдема обеденным столом. Чикдем удивится, но сядет. Эта сцена показывает не сближение двух врагов, а их взаимный взгляд. Чикдем снова разозлит Кадира, сообщив, что Эшреф прячет кого-то у Хайдарабабы. Кадир тут же позвонит Динчеру и поделится этой информацией. В это же время в социальных сетях разразится буря фотографий дома Нисана и Джерин. Нисан позвонит Динчеру и скажет, они пытаются меня унизить, но Динчер проигнорирует его. В этот момент Нисан поймет, что Динчер превратился в совершенно мрачного человека. Тем временем Эшреф войдет в ночной клуб и потребует объяснений от наркоторговца. Он крикнет, если ты еще раз продашь яд на этих улицах, я тебя разнесу. Он прикажет выключить музыку и скажет всем, идите домой, не позволяйте вашим жизням так дешево стоить жизнь. Но в этот самый момент на его телефоне появится изображение Нисана. Глаза его потемнеют, когда он увидит эти сцены танца Нисана. С этими образами воспоминания прошлого промелькнут в его голове, как кинолента, улыбка Нисан, ее прикосновения, ее слова. И в момент гнева, в момент ревности Эшреф выхватит пистолет и расстреляет всех. К тому времени, как прибудут Гурдаль, Мюслим и Фарук, все вокруг будет превращаться в кровавую баню. Пока торговец стоит на коленях, умоляя, оставьте меня в покое, Эшреф снова нажмет на курок. Кадир, пьяный и с Чикдемом, узнает о резне, устроенной Эшрефом. Он будет так потрясен, что едва сможет стоять. Чикдем пытается его удержать, но Кадир на мгновение теряет контроль и целует Чикдема. Чикдем гневно говорит, если бы ты был моим ребенком, я бы любил тебя до последнего, и уходит. Но выходя за дверь, она слышит, как Кадир говорит себе, вот почему ты меня не любил, потому что я убил своего отца. Это заявление будет не просто признанием, оно станет началом правды, скрытой годами. На следующее утро Эшреф молча едет в своей машине, на его лице отражается смесь счастья и сожаления. Нисан же проведет эту ночь без сна, с надеждой ожидая Эшрефа до утра. Когда начнутся съемки в студии, комнату внезапно заполнят венки с надписью «Эшреф Тег», перевернув все с ног на голову. Динчер будет в ярости. В этот момент Эшреф будет вынужден вызвать скорую помощь, потому что сердце раненого остановилось. Люди Динчера будут в курсе всех событий. Но никто не заметит, это скорая ловушка. Люди Динчера захватят машину и обнаружат в ней убитого мужчину. Пока все будут в шоке, Эшреф все поймет, когда Чикдем позвонит ему и спросит, «Ты получил то, что хотел?» Чикдем фактически слила информацию Кадиру, чтобы Эшреф смогла осуществить свой план. Но на этот раз Эшреф позвонит ей и скажет, «На этот раз я должен отдать ему должное». Ведь Чикдем не предатель, а самопожертвование. В финальной сцене Динчер повернется к Кадиру и скажет, «Все кончено, Эшреф здесь». И в этот момент раздастся голос Эшрефа. «Если хочешь быть моим врагом, выходи. Не прячься. Твоя смерть пришла, и никакая тень тебя больше не скроет». С этими словами война станет необратимой. Никто больше не будет невинным. Этот эпизод станет поворотным моментом, где гнев Эшрефа достигнет своей самой темной точки, любовь Нисан самой хрупкой, а Кадир столкнется с самой кровавой стороной своего прошлого. И с этого момента все станет не просто историей возмездия, но историей искупления. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим ценным мнением в комментариях.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.